Всем привет! Совсем недавно я делилась с вами рецептом приготовления вкуснейшего рождественского штоллена, дрожжевого. Надеюсь, вы уже смотрели рецепт, возможно, кто-нибудь приготовил этот штоллен. А если вы по каким-либо причинам боитесь работать с дрожжевым тестом, то я предлагаю приготовить штоллен бездрожжевой, творожный. Ну что, готовы? Тогда давайте начинать. Для приготовления творожного штоллена нам понадобится 200 граммов сливочного масла размягченного комнатной температуры, 150 граммов сахара, 200 граммов творога, жирность 5 или 9%, 100 граммов яйца, это приблизительно 2 штуки, цедра 1 лимона, цедра 1 апельсина, 10 граммов разрыхлителя, 500 граммов муки, 250 граммов светлого изюма, 200 граммов сушеной черники и 150 литров черного рома. Изюм или чернику можно на свое усмотрение заменять на цукаты, орехи, сухофрукты. Главное, чтобы общий вес был 450 граммов. Первое, что мы должны сделать, это промыть изюм и чернику. Как я уже сказала, вес должен быть, общий вес 450 граммов. Можно изюм заменять на любые сухофрукты, которые вам нравятся, или же орехи. Итак, первое, что я сделаю, это промою изюм, чернику, залью буквально на 1 минутку кипятком, солью воду, а потом промою под холодной водой. Я хорошо промыла изюм и чернику. Теперь беру черный ром, заливаю все это, накрываю пленкой и отставляю на ночь. Если у вас есть время, отлично. Если у вас нет этого времени, хочется штоллен приготовить очень быстро здесь и сейчас, то можно воспользоваться микроволновкой. Прогревайте изюм с ромом буквально по 30-40 секунд, периодически перемешивая. В таком случае изюм и черника намного быстрее пропитаются ромом, и вам не придется ждать ночь. Периодически перемешиваю изюм, чтобы он хорошо пропитывался. И снова поставлю буквально на 30-40 секунд в микроволновку. Сухофрукты пропитались ромом, теперь его нужно слить, оставшийся ром. Отправляем в чашу комбайна размягченное сливочное масло. Берем насадку весло или лепесток, она еще называется, и взбиваем размягченное сливочное масло с цедрой. Оно должно посветлеть и увеличиться в объеме. Сюда же отправляем сахар и снова перемешиваем. Яйца. Так, и творог. Перемешиваем. Перемешиваем муку с разрыхлителем. Как я уже сказала, этот штоллен для тех, кто не любит возиться с дрожжевой выпечкой, кто, может быть, боится дрожжевой выпечки. Отправляем сюда же муку с разрыхлителем. И перемешиваем на слабых оборотах, чтобы вся мука увлажнилась. Отлично, долго вымешивать не нужно. Так, все. Остывший изюм с черникой отправляем в тесто. И снова перемешиваем недолго, чтобы сильно не травмировать изюм и чернику. Все, этого достаточно. Масса готова. Можем ее формировать, выкладывать на пергамент и отправлять в духовку. Подпыляем стол
мукой. Делим тесто на 3 равные части, это приблизительно по 550 граммов. Формируем в виде вот такой колбаски. Классический вариант штоллена. Он имеет форму куколки. И здесь у него есть вот такая выемка. Но это уже как вам нравится. Так. Готов. Перекладываем наш штоллен в пергамент. То же самое проделываем с 2 остальными. Иногда делают такие рецептуры есть, когда вы просто берете, делаете часть теста с изюмом и, допустим, дополнительно буквально 1/2 часть теста делаете дополнительно и укрываете этим тестом штоллен, то есть вот такие куколки укрываете еще тестом, оборачиваете. Это делается для того, чтобы изюм не подгорал. Ну, это уже такая вам подсказочка, если захотите, можете так сделать. Так, перекладываю. Наша выпечка будет расти, поэтому нужно выложить ее на расстоянии друг от дружки. Так, и включаем духовку на 175-180 градусов. Если вы не очень доверяете своей духовке, градус скачет, то тогда лучше даже на 170 градусов поставить. Но вообще я выпекаю, у меня духовка довольно-таки четко градус показывает, 175 ставлю. Буквально 40-45 минут. Готовность буду проверять деревянной шпажкой. Дополнительно нам понадобится 100 граммов растопленного сливочного масла и 100 граммов сахарной пудры. Мы будем промазывать наш штоллен и присыпать сахарной пудрой. Вот такой красивый румяный штоллен получился. Берем растопленное сливочное масло и хорошенько промазываем штоллен, пока он еще горячий, чтобы масло хорошенько его пропитало. Промазываем штоллен с двух сторон. Так. Переворачиваю. И снова промазываем. Теперь присыпаем наши штоллены сахарной пудрой с одной стороны. Переворачиваем. И присыпаем с другой стороны. Готово. Вот такой быстрый, красивый штоллен у нас получился. Теперь даем ему остыть, оборачиваем в пергамент, затем в фольгу и оставляем в прохладном месте. У меня такое место, это балкон. Можно хранить такой штоллен несколько недель абсолютно безболезненно. Вот так быстро и легко мы получили вкуснейший творожный штоллен. Я сейчас разрежу, покажу, конечно, какой он внутри, и напомню о том, что хранить более 2 недель такой штоллен не стоит, он только черствеет, и зреть как классическому варианту дрожжевому совсем не обязательно. Вот, поэтому готовьте, и буквально сегодня-завтра можно уже нарезать и кушать. Для нарезания штоллена лучше использовать вот такой нож-пилка, хлебный нож. Так, нарезаю, как и обещала, покажу вам срез. Такой красивый, влажный, сочный штоллен получился. Выпечка получается очень нежной, сочной. Обязательно приготовьте такой штоллен. Друзья, а больше рецептов вы найдете на моем YouTube-канале, в моих книгах, мастер-классах и на моем сайте. Подписывайтесь, комментируйте и давайте готовить вместе.